Когда йотуны-марсиане, иногда их называют йетуны, пришли на Землю с целью ее колонизации, они создали 4 искусственные расы. До этого на Земле существовала собственная коренная раса лемурийцев. В отличие от чернокожих лемурийцев, искусственные расы были белокожие. Однако у искусственных рас, помимо светлой кожи, появилась обильная растительность на теле. Наследство покрытых шерстью йотунов, они же привнесли ген, связанный с рыжим цветом волос. Для создания искусственных рас йотуны смешивали свои гены с генами лемурийцев. При создании ментальных тел новых рас они использовали ментальные тела, полученные с черного рынка. Существует нелегальный бизнес, связанный с пиратами и контрабандистами по краже ментальных тел на диких планетах, не входящие в зону юрисдикции Галактической Федерации. Закупив ментальные тела гуманоидного типа, похищенные на планетах до индустриального уровня, йотуны записали на них новые личности. Далее эти новые личности начали перерождаться на Земле. Искусственные расы создавались поочередно. Каждая раса имела собственную специфику и создавалась с учетом опыта, полученного при создании предыдущих рас. Постепенно искусственные расы адаптировались на Земле, и внутри этих рас начали возникать люди первой касты. Изначально йотуны создавали каждую расу, начиная с определенной касты. Так, первая раса двергов изначально создавалась как каста 1 – работники. Вторая раса альвов – оборотней создавалась как каста 4 – маги, стихия жизнь. Альвы – природные целители. Третья раса асуры создавалась как переходный этап из касты 3 в касту 4 – 3-7. Асуры – это природные инженеры и ученые. Четвертая раса ваны – это герои, идеальные воины. 3-2. При создании расы происходит программирование личностей. Но со временем в каждой расе заполнились все касты, вниз и вверх. Появились индивидуумы, родившиеся на Земле. Они начали проходить все касты, нарабатывая качество естественным путем. Каждая созданная новая каста воспринимала себя отдельно от уже существующих каст, чувствуя примерно такие же отличия, как между человеком и животным. Представителей других рас они воспринимали как древних демонов, то есть рассматривали их как более близких к животным существ. При этом богами, магами уровня 4-3 для новых рас становились именно представители более древних рас Земли. Причиной этого явления были простые обстоятельства. Развитие личности от касты 1 до уровня 4-3 занимает от 10 до 16 тысяч лет. Так, богами двергов, первая искусственная раса, были лемурийцы, коренные расы землян. Для альвов это практически было так же, за исключением, может быть, нескольких аскетов-двергов, которые успели попасть в пантеон. У асуров, пантеон Древнего Египта, богами, по-видимому, были лемурийцы, зверобоги, за исключением одного божества, именуемого Бес, явно относящегося к двергам. Это божество в наше время известное как домовой, собирательный образ карликовых божеств, дверги, защитников семьи, детей и домашнего очага. В дальнейшем божествами стали и некоторые альвы, превратившиеся в эльфов и фей. Они явились причиной легенд о леших, водяных, вампирах и оборотнях. Богами ванов были асуры, асы. Практически все боги ванского пантеона асуры, за исключением карлика Тора и полуаса-полувана Одина, которому приписывают создание рун Футарка или скандинавских рун. Представители каких рас были богами лемурийцев, не совсем понятно. Известно о колонии беглецов Сириуса амфибий Омо, которые, по-видимому, были богами народа Дагонов, Африка. В Палестине, название в честь народа филистимлян, существовал культ бога Дагона. Возможно, что при создании расы альвов йетуны использовали гены Омо. В современной магии вуду, традиция лемурийцев, используется контакт с духами-хозяевами перекрестков, лоа, которых изображают как крупных амфибий. Очевидно, что именно об этих существах писал Лавкрафт в своих произведениях «Тень над Инсмутом». Помимо Ома, лемурийцы, видимо, поклонялись и нагам, людям-змеям. Остатки этого культа существуют и в наше время в странах Индокитая. Часто богов индуистского пантеона изображают в окружении змей, нагов, что может означать некоторое покровительство, которое оказывали этим богам наги. Например, бога Вишну и богиню Лакшми изображали в окружении кобр, так что было видно, змеи их явно защищают. Параллельно с культом нагов существовал и культ драконов, которые рассматриваются как учителя и покровители людей. Например, китайская богиня Нойва, у финно-угоров Нюева, изображалась рядом с драконом.
Многие правители уже в период ванского владычества возводили свой род к драконам. Например, китайский император Ци Шихуанди назвал себя сыном дракона. Легендарный король Артур Британии, 9 век, происходил из рода пендрагонов, то есть детей дракона. Существует, по-видимому, некий сговор на уровне правительств разных стран, связанный с утаиванием особой информации, полученной учеными и спецслужбами о древних техногенных цивилизациях. Причины такого утаивания могут быть разнообразными, но по большому счету они не важны. Главное, что все правящие дома Европы связаны между собой. Это можно описать, не вдаваясь в детали, как некую международную организацию, утаивающую все факты, связанные с древними техногенными цивилизациями Земли. Сюда же, видимо, входит информация о контактах с инопланетными цивилизациями. Существует некая легальная модель истории, которая периодически корректируется, ее и предлагают обществу в качестве основной модели. При изменении общественной формации и происходящей при этом смене элит, договор о молчании каждый раз работает. Новые элиты вписываются в соглашение, как и предыдущие. Договор подтверждается на каждом следующем этапе. Все находки и открытия ученых подлежат цензуре. Запретные открытия засекречиваются. Все материальные свидетельства существования древних и инопланетных цивилизаций помещаются в специальные хранилища. Есть упоминания в книгах и фильмах о существовании таких хранилищ. Ангар-18, Ангар-13, Зона 51 и так далее. Большая часть находок археологов, связанных с запрещенной историей, лежит в запасниках музеев. Тема рас также входит в число запрещенных. К тому же после работы нацистских антропологов эта тема еще и основательно скомпрометирована. Тем не менее, в интернете можно найти фотографии черепов карликов, двергов и гигантов-йотунов. Есть упоминания о мумиях русалок и эльфов, а также о существовании в частных коллекциях черепов оборотней и вампиров, альвов. Кроме того, на Земле оставалось большое количество древних звездолетов, Виман, в различном состоянии, а также некоторое количество внеземных космических кораблей, потерпевших аварию или оставленных экипажем, который впоследствии погиб. Очевидно, что такая техника, попавшая в руки правительств различных стран, исследуется учеными, и запрет упоминания о ней также включен в договор о молчании. Во время строительных работ на Мальте был найден подземный комплекс Гиппогей. В этом комплексе находится около 3000 захоронений маленьких людей, двергов. Однако ни в одном музее мира нет таких скелетов, за исключением краеведческого музея в Хельсинки, где выставлено сразу 9 скелетов малюток ростом до 120 сантиметров. Для магов эти объекты являются не предметами неразглашения в соответствии с договором, а рабочими артефактами, необходимыми им для развития ментальных способностей. Магов не останавливают заборы и колючая проволока. Они проникают своим ментальным телом через преграды, находят древние артефакты и считывают с них информацию. Иногда обычные люди или следящие видеокамеры видят ментальные тела, проходящие сквозь стены. Для магов древние артефакты подобны книге, в которой они могут прочитать многое. То же самое можно сказать об инопланетных кораблях, продуктах высокоразвитых технологий. Они несут сведения о целой цивилизации. В наиболее продвинутых мирах магия является важной технологией. Некоторые корабли пришельцев не состоят из деталей и не являются механизмами. Их можно назвать организмами, созданными магическими сознаниями. Настроившись на такие корабли, маги входят в контакт с этими сознаниями. Поэтому исследование такого артефакта может многократно увеличить магические способности личности. Помимо древних артефактов, спрятанных в хранилищах, существуют достаточно сильные артефакты, находящиеся в относительной доступности. Речь здесь идет о магии, спрятанной в древних камнях. В прошлом существовали могущественные маги, оставлявшие себе послания в следующую жизнь. Для активизации магического дара даже при сохранении памяти о прошлых жизнях требуется много времени. Поэтому сильные маги в фазе наибольшего могущества создавали артефакты, которые можно было использовать в следующей жизни для получения силы. Физически такие артефакты представляют собой камни большого размера, отлитые или изготовленные из бетона, алебастра или гипса. При отливке, когда камень находился в жидкой фазе, маг закладывал в него заклинания. Надо отметить, что в период, предшествующий магическим империям, на Земле существовала планетарная цивилизация, предположительно альвов, которая умела работать с камнем, технологии двергов. Эта цивилизация поставила перед собой цель перейти в магонию. Поэтому в тот период создавалось большое количество капсул для людей самадхи. Однако, кроме капсул, они создали много других предметов. Например, каменную посуду и каменные топоры. Особенностью этих предметов является виртуозное их исполнение и отсутствие следов обработки камня.
предметы, изготовленные из очень прочного камня, и создать аналогичные в наше время нереально. Эту же технологию использовали впоследствии при создании мегалитических сооружений в разных странах. Их особенностью является тип кладки массивных камней в замок. При этом камень обрезали по месту, чтобы достичь наибольшего сцепления. Камни подогнаны друг к другу идеально. Такая кладка называется полигональной. Эта технология сохранялась еще некоторое время после того, как цивилизация учителей исчезла. Возможно, часть учителей, не успевших перейти в Магонию, ушла в океан, создав подводную цивилизацию Земли или под землю, в туннеле Двергов. Некоторые магические камни могли быть созданы по этой технологии. Одним из таких камней, используемых индейскими шаманами, очевидно, является известная скала в США, которая носит название «Башня дьявола». Такой артефакт не спрячешь ни в какое хранилище. Те, кто создавал эти артефакты, явно предполагали желание будущих правителей Земли прибрать все к рукам. На территории Германии, под Дрезденом, существует целый парк странных камней. И в этом парке присутствует магия каких-то дочеловеческих рас. Возможно, это остатки каких-то древних сооружений, однако в них чувствуется остаточная магия. Некоторые маги использовали эти камни, насыщенные магической энергией, для создания собственных инициирующих артефактов. В нацистской Германии маги из оккультного института Анненербе исследовали эти камни, и некоторые из них использовали для проведения ритуалов инициации. Другие каменные артефакты, связанные с цивилизацией инков, известные как Врата Богов, расположены в Южной Америке. Это портал египетского типа. В глубине скалы есть замурованное помещение, содержащее инициирующий артефакт, созданный на базе капсулы Самадхи. Активизация магических способностей происходит за счет взаимодействия ментального тела соискателя и ментального тела древнего божества, видимо связанного с цивилизацией инков. На острове Крит, в Кносском дворце царя Миноса, был найден алебастровый трон, в который заложено некоторое инициирующее заклинание. Подобные артефакты встречаются в разных частях света. Существуют древние захоронения от слова «схрон» людей Самадхи под древними языческими капищами. В христианский период на местах разрушенных языческих храмов были построены церкви. Так, под некоторыми христианскими соборами находятся капсулы с людьми в состоянии самадхи. Мистики, люди, связанные с эзотерической традицией, знали об этой особенности языческих храмов. Некоторые из архитекторов, строивших христианские соборы, принадлежали к ордену тамплиеров. Во время своего пребывания в Иерусалиме тамплиеры проникли в подземелье Храмовой горы и нашли там древние тексты. У основателей ордена были хорошие отношения с еврейскими общинами благодаря посредничеству Бернарда Клеаврского, заступившегося за евреев во время гонений. Еврейские каббалисты помогли им разобраться с найденными текстами. В результате, с помощью полученных древних знаний, они начали строить по всей Европе готические соборы. При строительстве этих соборов тамплиеры учитывали древние захоронения людей Самадхи и создавали в храмах особые места, аналогичные порталам древних египтян. Эти особые места, как правило, скрыты архитектурными деталями и отмечены особыми символами, понятными только посвященным в эзотерическую традицию людям. В музейных коллекциях всего мира находится немало древних артефактов, несущих различные заклинания. На острове Готланд в историческом музее я видел сокровища из складов викингов. Большое количество браслетов античного периода из серебра, собранных в разных странах во время набегов, было закопано на Готланде викингами и найдено в современный период. Часть этих сокровищ хранится в золотой комнате местного исторического музея. Некоторые такие браслеты, несомненно, являются носителями заклинаний.